I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. О чем мечтают девочки в 12 лет? Наверное, у каждой юной особы будет свой ответ. Кто-то грезит о всемирной популярности, встречах с кумиром из мира кино или музыки, красивых игрушках, о приобретении домашнего питомца или хороших отметках в школе. Мало ли куда могут привести подростка фантазии. Нормальному человеку сложно представить, как какая-либо девочка скажет, что, например, мечтает лишать жизни других людей. Впрочем, история знает и такое. Шэрон Луиза Карр. Она совершила дерзкое убийство в возрасте 12 лет. Девушка была признана самой молодой убийцей женского пола в Великобритании, прославившись под прозвищем «Дочь дьявола». Биография Шэрон Карр. Шэрон Луиза родилась 21 декабря 1979 года в бывшей британской колонии Белиз, Центральная Америка. Имя биологического отца девочки неизвестно. Принято считать, что она с ним вообще ни разу не встречалась. Семью Карр можно охарактеризовать как неблагополучную. Мать Молли родила 4 детей от 3 разных мужчин. Вскоре после рождения Шэрон Молли познакомилась с Джорджем Карром, ямайским солдатом, служившим в британской армии. Его часть дислоцировалась в Белизе. Между солдатом и Молли начался страстный роман. В 1986 году они поженились и решили переехать с детьми в Великобританию. Местом жительства был выбран город Камберли в графстве Суррей. Воспитанием мальчиков и девочек занимался Джордж, склонный к злоупотреблению спиртным. Он жестоко обращался и с женой, и с детьми. Молли, к слову, тоже ангелом не была. Агрессивная, вспыльчивая женщина часто вымещала гнев на собственных детях. Отчиму Шэрон надоела бурная семейная жизнь и проблемы с чужими ему детьми, и он заявил, что хочет уйти из семьи. В приступе ярости Молли вылила Джорджу на голову горячее кипящее масло. В результате инцидента оба родителя были госпитализированы с серьезными ожогами на телах. На этой минорной ноте браку Молли с Джорджем пришел конец. Позже Молли было предъявлено обвинение в нападении. Суд обязал ее проходить курс психиатрической терапии в течение 3 лет. Шэрон была свидетелем того, как ее мать вылила кипящее масло на отчима. Произошедшее девушку не удивило и не встревожило. Шэрон даже заявила в полиции, что ее мать ничего такого не сделала. Однако, по словам Джорджа, падчерица наблюдала за домашним насилием, но ничего не предприняла. Еще одной странностью Шэрон было увлечение вуду. С этим мрачным культом девушку познакомила ее мать. Молли научила Шэрон ритуалам, требующим приношения в жертву животных. Позже полиция установит, что девушка долгое время жестоко обращалась с животными. Например, однажды она обезглавила собаку лопатой. Ее мать утверждала, что обладает сверхъестественными способностями для получения власти и контроля над окружающими, а также чтобы причинить кому-либо вред. Шэрон начала в определенное время читать молитвы вуду и считала себя верховной жрицей культа Люцифера. Учителя начальной школы описывали Карр как вежливую и отзывчивую девочку поначалу. Друзья говорили, что она была общительной и предпочитала компанию мальчиков постарше. По некоторым свидетельствам, время от времени у нее проявлялись вспышки агрессии. Позже поведение девушки испортилось. Шэрон стала деструктивной, требовала внимания. У нее возникали проблемы с законом. В 1990 году директор начальной школы Кардвалис в Кемберли, где училась Шэрон, обращается в социальные службы с жалобами на поведение девочки. Специалисты принимают решение изъять девочку из дома. Шэрон отправляется в приемную семью. Но ненадолго. Домой она возвращается уже всего через месяц. Хотя девушка сильно изменилась к тому времени, когда пошла в среднюю школу, первый год обучения все же прошел относительно хорошо. Шэрон даже присоединяется к баскетбольной команде, но это благополучие длится недолго. Молли досрочно возвращается домой после психиатрической терапии. Она встречает мужчину, завязывается роман. Он был чернорабочим и имел 2 дочерей от предыдущих отношений.
полуголодная, увлеченная странным культом и явно никому не нужная. В такой обстановке Шерон и растет. В пубертатном периоде даже у подростков из более благополучных семей бывают проблемы с поведением. В лучшем случае на помощь приходят родители и вместе преодолевают непростой возраст. Однако у Шерон такой поддержки не было. В таких условиях формируется личность будущей самой молодой женщины-убийцы в Великобритании. Девушка начинает общаться с группой подростков, оказавших на нее плохое влияние. Ее заставляют воровать, покупать и продавать наркотики. В возрасте 11 лет она начинает ежедневно курить травку. Девочка стала интересоваться оружием, а в своей школьной сумке носит нож. Жестокое убийство. Рано утром 7 июня 1992 года Карр нападает на девушку, которая возвращалась домой из ночного клуба «Рагамуфус» в Кемберли. 18-летняя парикмахер-стажер Кэти Рэклифф на свою беду оказалась не в том месте и не в то время. Карр набросилась на незнакомку и начала наносить удары своим 16-сантиметровым ножом. Разъяренная девушка, которой на тот момент шел всего лишь 13-й год, буквально исполосовала Рэклифф, без устали нанося один удар за другим, и даже когда она проткнула своей жертве ребра и сердце, Шерон не остановилась. Девушка использовала нож, чтобы изуродовать влагалище и анус незнакомки. После нападения Карр и несколько ее приятелей отвезли безжизненное тело в Форнбро, где протащили по дороге, а затем бросили возле стены кладбища. Кэти Рэклифф. Кэти Рэклифф была 18-летней девушкой, мечтавшей стать парикмахером. В будущем она хотела открыть собственный салон. Кэти рассталась со своим парнем и была опустошена. Подруга посоветовала ей куда-нибудь пойти, и она присоединилась к друзьям в ночном клубе. Кэти наслаждалась веселым вечером в дружеской компании и немного выпила. Она надеялась отвлечься от мыслей о своем бывшем парне, но внезапно увидела его в клубе. Решив, что у нее появился шанс восстановить отношения, Кэти подошла к нему и призналась в том, что чувства еще не остыли. Однако парень вновь отверг девушку. Расстроенная Рэклифф покинула клуб и в одиночку направилась домой. На следующее утро группа из 4 мальчиков увидела безжизненное тело Кэти. Оно было залито кровью и лежало около кладбищенской стены. Расследование. Родители Кэти опознали ее тело. Согласно отчетам о вскрытии, Кэти получила 32 ножевых ранения. Судебно-медицинская экспертиза установила, что преступник чередовал поверхностные удары с проникающими. Было высказано предположение, что убийца чувствовал волнение, пытая свою жертву. Кроме того, некоторые раны были нанесены уже после того, как Кэти была мертва. Полиции важно было узнать, как жертва оказалась в Фарнбро. В последний раз ее видели в ночном клубе в Кемберли. Фарнбро – другой город, хотя и на границе с Кемберли. Полиция обыскала кладбище, но не нашла ничего, что позволило бы сделать какие-либо выводы. Учитывая характер жестокого убийства Кэти и тот факт, что она была найдена полуобнаженной, полиция приходит к выводу, что было совершено преступление на сексуальной почве. Хотя не было найдено никаких улик, указывавших на половой акт убийцы с жертвой, изуродованные интимные места указывали на этот мотив. Доктор Дэвид Холмс, криминальный психолог, сказал: «Для следственной полиции смерть Кэти была загадкой, однако основные доказательства – агрессивное нападение и его сексуальный контекст – указывали на мужчину в возрасте лет 30. Все указывало на кого-то, кто физически способен перетащить Кэти от места убийства к месту, где тело было обнаружено. Власти опросили более 500 подозреваемых, но безрезультатно. Бывший парень Кэти, разумеется, тоже был допрошен, тем более, что именно с ним Кэти в последний раз видели живой. Он винил в случившемся себя, заявив: «Если бы я только забрал Кэти домой, она была бы жива сегодня, это будет преследовать меня всю оставшуюся жизнь». Полиция разыскивала взрослого мужчину, который расправился с жертвой, но кто бы мог подумать, что убийцей была совсем еще юная девушка. 12-летние подростки в круг подозреваемых вообще не входили. Таким образом, несмотря на все усилия, у полиции не нашлось ничего, что могло бы привести к раскрытию жестокого преступления. Дело было закрыто. Следующая жертва. 2 года спустя, 7 июня 1994 года, в тот же самый день, когда была убита Кэти, Шерон напала с ножом на свою одноклассницу, 13-летнюю Энн Мари Клиффорд.
Инцидент произошел в туалете общеобразовательной школы колледжа Коллингвуд в Суррее. Видимых причин для агрессии не было, и Энн-Мари не ожидала, что Шерон собьет ее с ног и попытается нанести увечья. С трудом девушке удалось отбиться от агрессивной одноклассницы. Клиффорд направилась к двери, чтобы покинуть место происшествия, но Карр подло нанесла ей удар в спину ножом и проколола легкое. Энн-Мари ждала смерть, но ее спасла случайность. 5 учеников в этот момент зашли в туалет. По словам выжившей и очевидцев, Карр во время нападения улыбалась и выглядела счастливой. Во время допроса Шерон рассказала полицейским, что ей нравилось резать кошек и что она обезглавила собаку. Неожиданное признание. После ареста Шерон была доставлена в отдел психологической экспертизы. Никакого раскаяния девушка не демонстрировала. Более того, в ходе процесса Карр набросилась на 2 сотрудников и пыталась задушить их. Из-за опасного антисоциального поведения Шерон были добавлены 2 обвинения в нанесении телесных повреждений. Ее приговорили к 2 годам заключения. Шерон отправили в отделение для подростков в Центре безопасности Эйклифа из-за ее агрессивного поведения. В сентябре 1995 года ее переводят в приют для молодых правонарушителей Булвуд-Холл. Сотрудники считали, что смогут лучше контролировать ее агрессивное поведение там. Отбывая свое наказание, Шерон начала обсуждать убийство Кэти Рэклифф по телефону со своими близкими и приятелями, а когда она влюбилась в тюремного служащего, Шерон призналась ему о том, что сделала с Кэти в 1992 году. Офицер сообщил об этом правоохранителям. Во время рейда полиции в дом матери Шерон были конфискованы дневники подростка. Записи в них наполнены жестокими образами, которые недвусмысленно выражали растущее у их автора желание кого-то убить. А особое отношение к холодному оружию на страницах девичьего дневника красноречиво проиллюстрировано бесчисленными изображениями ножей. Тексты юной преступницы способны шокировать даже людей с остальными нервами. Отрывок из дневника Карр. «Я убийца. Убийство – это мое дело, и дело хорошее. Я родилась, чтобы быть убийцей. Для меня убийство – это массовое возбуждение. Это просто поднимает меня настолько высоко, что я никогда не хочу спускаться. Каждую ночь я вижу дьявола во сне. Иногда, даже глядя в зеркало, я понимаю, что это всего лишь я». Детективы допрашивали Шерон в течение 27 часов, и девушка давала разные показания. Однако центральной темой во всех заявлениях было то, что она неоднократно наносила удары ножом Кэти Рэклифф. «Я вонзила нож ей в грудь, у нее были закрыты глаза. Я постоянно подношу к ней нож, потому что она умоляет меня. Хотя я не хочу причинять ей вред, я должна действовать против нее жестоко. Я должна пройти мимо ее благодати, мира и безопасности. Когда она умерла, я увидела ее лицо. Я слышу ее вздох и знаю, что она чувствует, как ее жизнь медленно ускользает. Должно быть, ей было трудно дышать», – рассказала Шерон в своем дневнике. Она точно описала одну конкретную травму, которую нанесла Рэклифф, и предоставила подробности, которые полиция намеренно скрыла от публики. Это означало, что Шерон знала то, что было известно только убийце. Кроме того, Карр указала, что у жертвы был украден браслет, о чем полиция в интересах следствия также не сообщала. Шерон участвовала в реконструкции убийства, и когда ее допрашивали о нападении, неоднократно смеялась над деталями. Воспоминания о преступлении не оставляли Шерон. 7 июня 1996 года, в 4-летнюю годовщину совершенного убийства, она написала в своем дневнике: «Уважение, Кэти Рэклифф. Сегодня 4 года назад». Вердикт. В мае 1996 года Шерон было предъявлено обвинение в убийстве Кэти Рэклифф. Карр внезапно отказалась от данных ранее показаний и своих рассказов. Шерон отрицала, что убила Кэти Рэклифф, но протоколы допросов и содержание ее дневников – аргументы, подтверждающие ее вину, с которыми не поспоришь. 25 марта 1997 года, после месяца судебного разбирательства в Королевском суде Винчестера, Карр была признана виновной в убийстве. Присяжные совещались в течение 5 часов, прежде чем вынести единогласный обвинительный приговор, признав ее виновной в убийстве. Так Шерон официально становится самой молодой женщиной-убийцей в истории Великобритании. Выслушала она свой приговор с улыбкой на лице. Средства массовой информации придумали экстремально юной и невероятно жестокой убийце меткое прозвище – «Дочь дьявола».
Суд назначил Шерон наказание в виде пожизненного лишения свободы с минимальным сроком в 14 лет тюремного заключения. Это значит, что право просить о досрочном освобождении появится у Шерон лишь по истечении этих лет. В заявлении детектива-сержанта Пола Клеменса для СМИ прозвучало: «Это было похоже на то, как будто Шерон попала в другую вселенную. Я до сих пор помню, какой хладнокровной она была, когда мы разговаривали. Большинство людей, с которыми вы беседуете, выражают определенные эмоции по поводу своих действий, однако у нее полностью отсутствовали эмоция и логика». В своих записях в дневниках Шерон составляла жуткие описания своего эмоционального состояния, искренне и подробно. Она изливала все свои чувства на странице, особый акцент на острых ощущениях, которые она получала, причиняя вред людям. Именно в день убийства Кэти она похвасталась в своем дневнике: «Я убийца. Убийство – мое дело, и дело хорошее». Другой текст гласил: «Мне понравилось приставлять к ней клинок, это заставило меня чувствовать себя сильной». А вот еще одна запись, адресованная жертве: «Я бы хотела убить тебя снова. Я обещаю, что заставлю тебя страдать еще больше. Твои испуганные крики заводят меня». Мама Кэти Рэклифф, Хелен, в ответ на приговор убийцы и ее дочери призналась: «Это похоже на то, как если бы я и моя семья отбывали наказание. Не проходит и дня, чтобы я не думала об этом. Это неестественно, чтобы ваши дети умирали раньше вас. С этим сложно смириться. Вы просто думаете, почему она...» Кэти была очень доверчивой, она часто говорила мне, что я слишком много волнуюсь. Она была обычной, веселой девочкой. И я не думаю, что когда-нибудь наступит момент, когда все останется позади. Я отнесу его в могилу. Удивительно, но о судьбе невольных сообщников, видевших жуткое преступление и даже оказавших Шерон помощь с доставкой тела жертвы в соседний городок, никакой информации нет. Наиболее вероятно, что была заключена сделка со следствием. Жизнь убийцы после приговора. Даже отлаженной тюремной системе исполнения наказаний оказалось чрезвычайно трудно справиться с дочерью дьявола. Она неоднократно нападала на других заключенных и персонал и призналась, что хотела убить сокамерницу, перерезав ей горло. Иногда Шерон верила, что она ящерица, и пыталась порезать себя, чтобы узнать, осталась ли она еще человеком. Это привело к нескольким переводам из одной тюрьмы в другую. В конечном итоге малолетняя убийца была помещена в медицинское учреждение в соответствии с английским законом о психическом здоровье. 16 июня 1998 года Шерон была переведена в больницу Бродмур в Берксе. В заведении было установлено, что она страдает шизоаффективным расстройством. Кар оставалась в больнице Бродмур до тех пор, пока заведение не изменило статус из смешанной больницы в больницу исключительно для мужчин. После этого Шерон перевели в другую лечебницу в Лондоне. Однако незадолго до этого произошло одно весьма странное и даже сюрреалистичное событие. В июне 2001 года в психиатрической больнице строгого режима Бродмур самая молодая женщина-убийца в Великобритании нашла свою любовь. Избранником Шерон стал пациент этого же заведения Робби Лейн. Личность выдающаяся, в отрицательном качестве, других там не держат. В больницу его поместили за то, что в возрасте 17 лет парень сначала избил собственную мать, а потом убил ее, выколов глаза ручкой щетки для чистки ковров. Шерон и Робби познакомились в 1999 году в больнице, и жестоких садистов притянуло друг к другу как магнитом. Они проводили регулярные часовые встречи под присмотром. Парочке убийц во время свиданий разрешалось целоваться и обниматься. Шерон и Робби обвенчал капеллан Бродмура Тревор Уолт непосредственно в часовне больницы Беркшира. Церемония, в которой приняли участие еще несколько пациентов, ставших близкими друзьями пары, продлилась 20 минут. При этом Шерон и Робби не разрешили официально заключить брак. Реакция родственников Кэти Рэклифф на новость о радостном событии в жизни ее убийцы была, конечно, в тяжесть. Джо, отец жертвы, был в шоке. Он в 1992 году потерял не только дочку. Трагедия настолько сильно повлияла на взаимоотношения в семье, что мужчина и его жена Хелен развелись. Джо заявил: «В то время я сказал, что Шерон Карр следует повесить, и придерживаюсь этого мнения. То, что ей назначено, это не наказание. Она забрала у меня мою маленькую девочку, и теперь ей разрешено выйти замуж и жить нормальной жизнью. Это несправедливость, это абсолютный позор». После обращения Карр 17 октября 2003 года главный судья постановил, что срок рассмотрения прошения о пересмотре наказания снижен не будет и должен оставаться
на уровне 14 лет. Однако Шерон не успокоилась и подала новые представления в высокие инстанции. 10 декабря 2003 года главный судья снова рассмотрел срок и рекомендовал снизить его до 12 лет, отметив при этом, что о досрочном освобождении речи пока быть не может. В октябре 2003 года, во время попытки оспорить 14-летнее ограничение на подачу апелляции на условно-досрочное, выяснилось, что у адвокатов Карр по этому делу очень амбициозные планы. Верховный судья Англии и Уэльса, главный судья лорд Вульф, заседая в Королевском суде, заявил, что истец хочет, чтобы ее приговор в убийстве был заменен на непредумышленное убийство на основании ограниченной ответственности. Он сказал, ее адвокаты также хотят подчеркнуть, что признание Карр в убийстве теперь может быть поставлено под сомнение, и что документы, представленные судье, на которых он основывал свою оценку ее психического состояния, были отредактированы тюремной службой. Несмотря на старания адвокатов, лорд Вульф отказался смягчить наказание до 9 лет, рекомендованных ее командой юристов. Судья сообщил, ничто на страницах передо мной не указывает на необходимость пересмотра 14-летнего срока наказания в этом случае, несмотря на молодость Карр на момент совершения преступления. Также лорд Вульф изо всех сил старался указать ее семье, что повзрослевшую убийцу не обязательно освободят после отбытия положенных 14 лет. Он сказал, что Карр получит свободу только в том случае, если будет признано, что она больше не представляет угрозы для общества. Сестра Кэти Рэклифф, Джоанна, ее мать Хелен и отец Джозеф присутствовали в суде. Лорд Вульф сказал, они выразили мнение, что Карр никогда не следует освобождать, поскольку они считают, что убийство было преднамеренным и считают обвиняемую угрозой для общества. Из их заявлений следует, что все они продолжают страдать от стресса и беспокойства в результате убийства. За пределами суда Хелен Рэклифф сказала, «Мы довольны результатом. Мы бы не хотели, чтобы какая-либо семья прошла через то, что пришлось пережить нам». В 2021-м заявку Шерон на смягчение тюремного режима оставили без удовлетворения. Вновь было принято во внимание агрессивное поведение садистки. Незадолго до подачи заявления она задумала разбить голову другой заключенной и сбросить ее с лестницы, представив все как несчастный случай. В сентябре 2022 года дело дочери дьявола было снова передано на рассмотрение комиссии по условно-досрочному освобождению. Получен отказ. В настоящее время Шерон Карр, известная как самая молодая женщина-убийца в Великобритании, находится в тюрьме Ее Величества Бронсфилд в Эшфорде, графство Суррей, и не оставляет попыток оказаться на свободе. Вряд ли кто-то из законопослушных членов британского общества захочет, чтобы дочь дьявола освободили. Представитель Совета по условно-досрочному освобождению сообщил газете Mirror: «Проверки проводятся с особой тщательностью. Защита населения – наш приоритет номер один. Мы можем подтвердить, что рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении было передано в Совет по условно-досрочному освобождению министром юстиции». Мнение специалистов по поводу Шерон достаточно однозначное. Криминальный эксперт Стивен Райт сказал, она относится к той категории действительно опасных убийц-психопатов, где общественность не может быть в безопасности, в каком бы возрасте она не вышла из-под стражи. Она была чистым злом, ее никогда не следует выпускать на свободу. Криминальный писатель Пол Честон, освещавший судебный процесс в 1997 году, сказал, «Я не могу поверить, что существует какая-либо комиссия по условно-досрочному освобождению или трибунал по психическому здоровью, который изучает ее дела, способный счесть, что она пригодна для освобождения. Шерон Карр остается самой молодой женщиной-убийцей в Великобритании, и я не ожидаю, что этот рекорд когда-либо будет побит. Это шокирует, что 12-летний ребенок мог совершить такое дикое и яростное нападение на совершенно незнакомого человека». В августе 2023 года, спустя более 30 лет после убийства, Карр в 4-й раз пыталась выйти на свободу, но Совет по условно-досрочному освобождению оставил дочь дьявола за решеткой. Примечательно, что в совокупности она провела в тюрьме всего 8 лет, а большую часть срока отбывала в специализированных учреждениях строгого режима. Представитель комиссии по условно-досрочному освобождению заявил, в досье комиссии были представлены доказательства относительно прогресса Карр и поведения под стражей во время ее пребывания в тюрьме. Оно было переменчивым, и были случаи насилия. Карр занималась образованием и выступала в качестве наставника для других заключенных. Она участвовала в интенсивной программе и индивидуально общалась с тюремным психологом.
Впрочем, значительных успехов специалисты не отметили. Эксперты также заявили, что у нее по-прежнему наблюдаются те же факторы риска, что и в момент совершения преступления. Таким образом, женщина, называющая себя прирожденной убийцей, пока остается изолированной от общества. Надолго ли? Покажет время, ведь, судя по всему, Карр не собирается оставлять попытки оказаться на воле. Как вы считаете, почему жестокость Кэрен перешла все мыслимые границы и превратилась в садизм по отношению к жертве? Что подтолкнуло дочь дьявола к убийству? Неблагоприятная среда или с самого рождения в душе Шерон было место лишь для зла? Оставляйте ваши предположения в комментариях.